Многие мне пишут: Аня, спасибо большое, я уже хотел бросить, а ты меня замотивировала, нефтянка это так круто, теперь я поеду работать вахтами. Ребята, пожалуйста, нефтянка это не сахар. Приветствую вас на канале WorkTalk. Сегодня мы обсудим, почему не стоит идти в нефтегазовую отрасль, почему многие считают, что нефтянка это жопа. Это видео будет полезно тем, кто еще думает, определяется пойти ему в барберы, в IT, либо в нефтянку. Просто мне кажется, эти сферы сейчас похоже зарабатывают. Для тех, кто уже в нефтянке, это возможность как-то поностальгировать, вспомнить свои вахтовые годы. Например, если вы сидите сейчас в офисе, заново ценить кофемашину рядышком с тобой или кондиционер. Сейчас у нас с вами будет такой честный прямолинейный разговор, но монолог, к сожалению, хотя вы можете всегда писать комментарии, я отвечаю. Первый момент это график работы. Если вы едете на месторождение и будете работать в нефтесервисной компании, чаще всего график 6 недель на 3 недели. То есть 6 недель работаете, 3 отдыхаете. Месяц на месяц это график у компаний-заказчиков. Еще, конечно, есть вариант 2 недели на 2 недели, но это просто у вас должна быть золотая карма. Работать где-нибудь в Норвегии, то есть после университета, например, если вы пошли в нефтесервисную компанию на собеседование, и там увидели, что у вас реально обалденный английский, что вы подходите по всем параметрам, тогда есть шанс получить такой международный оффер и работать 2 на 2 недели. Ну, тогда вообще, мне кажется, особо даже напрягаться не получится. Итак, предположим, вы работаете вахтой. Это угроза реально постоянного кочевнического образа жизни. Вы уже привыкнете. Приезжая домой, вам будет казаться, что надо срочно уже куда-то уехать. Вы всегда будете жить на чемоданах. Приехав на месторождение, вы будете понимать, но это же не навсегда. То есть, по сути, есть такой риск, что у вас нигде не будет реально родного такого душевного дома. Есть даже такие люди, которые, приезжая домой, снова едут отдыхать, то есть постоянная смена обстановки им нужна. Потом представьте, если у вас есть семья, и вы уезжаете на 6 недель, то есть, по сути, рождение ребенка вы можете пропустить первый шаг, первый пук, первый чих вашего ребенка, первые слова, папа и так далее. То есть ребенок может сказать не папа, а там, не знаю, сосед, дядя Ваня, первое слово. Тоже как бы учитывайте такие моменты. Или представьте, каково это вашей жене, да и вам, без постоянного присутствия, без ласки, без тепла. Но это тяжело, правда. Я, конечно, понимаю, что есть города, в которых, если не работать вахтой, то есть риск вообще ничего не заработать. И также, смотря с чем сравнивать, например, графики моряков, они просто покоряют, там люди уходят на 6 месяцев. Но прелесть в этой работе тоже есть. То есть пока ты работаешь на вахте, тебе практически не на что тратить. То есть ты там тратишь только на еду. Но это при условии, конечно, что вы одинокие, у вас там не 7 по лавкам, и вы постоянно отправляете свою зарплату домой, что тоже такой сомнительный вариант. То есть ты пашешь, чтобы там люди как-то жили. Непросто. А если ты все-таки одинокий, то есть возможность на свободной вахте, например, куда-то полететь. Возвращаешься домой и сразу на Мальдивы или в Европу. То есть, по сути, можешь тратить все заработанное на вахте на путешествия. Но это тот же риск кочевнического образа жизни, о котором мы говорили в начале. Следующий момент: из-за такого графика приходится отмечать все праздники на работе. Ваш день рождения жены, мужа, детей, там, Новый год. Все новые года за 5 или 6 лет в компании я встретила либо в Сибири, либо в Арктике, либо на платформе. Счастлива ли я от этого? Вряд ли. Это был мой любимый праздник, и, конечно, это непросто. Причем самое забавное, что на платформе, я не знаю, как так бурильщики подгадывали, что именно в 31-го или 30-го мы начинали геофизику. То есть было такое даже, что мы на платформе наряжались Деда Мороза и Снегурочку, ну, чтобы как-то атмосферу создать, украшали нашу геофизическую станцию. Вот, и сидели, коротажили всю ночь, там, работали, пахали, только вот в новогодних костюмах. Было очень забавно.
У нас даже есть приметы. Если геофизика, то обязательно сгущаются тучи, пойдет снег, дождь, град. В общем, все блага погоды и природы будут ровно тогда, когда нам нужно там собирать компоновку и спускать ее в скважину. Следующий момент жопности работы в нефтянке — это, конечно же, климат. Работать приходится от минус 50 до плюс 50. Самое трешовое это было где-то минус 47 в Арктике, когда у нас на 100 километров просто работы остановились, а наша скважина все еще работала. И я помню тот геофизический кабель максимально прочный, он выдерживает там 6 тонн на разрыв примерно. И он вел себя как змея просто, то есть как веревочка. Уже даже приборы, оборудование не выдерживало, а люди все равно пахали. Если вам нравится контент и вы хотите встречаться чаще, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нужно быть реально готовым ко всем этим сложностям, потому что столько раз вам придется бросать себе вызов и доказывать, что вы сильнее, чем вы думали. Это действительно, это как в армии, это закалка характера. Но это школа на всю жизнь. Я действительно хочу, чтобы вы осознали, насколько это непросто. Это испытание. Причем испытание для всех. Мужчины не выдерживают. Что вы хотите от женщин? Следующий момент. Нет цивилизации. То есть понятно, что мы работаем на отдаленных локациях, и когда там находимся в Сибири, в тайге, в Арктике, живем в вагончиках. Либо на платформе посреди моря. То есть там интернет тебе нужно добывать самому, да, мы часто ездили с Висатом, это такая большая антенна, и по сути это была моя обязанность как инженера настроить связь. Отдаленные локации, до месторождений часто не бывало дорог, то есть тебе приходилось добираться там на КАМАЗах, на вездеходах, на болотоходах, на треколах, на вертолетах, то есть ты понимаешь, что иногда ты попадаешь в такие места, где вообще не ступала нога человека, какие-то дикие вообще места. Плюс характер работы. Как я уже говорила, вот этот кочевнический образ жизни, то есть разъездной характер работы. По крайней мере, работа геофизика предполагает постоянное перемещение между скважинами. То есть мы сделали сервис в одной скважине, мы поехали на другую. Бывает такое, что месторождения меняются каждые там 3-5 дней. Суммарно я проводила исследования более чем на 100 месторождений. То есть это должна быть легкость на подъем. Ты никогда не знаешь, где ты будешь там завтра или через неделю. Ты не можешь построить никакие планы. Даже бывало, что ты не можешь построить планы на свою свободную вахту. Ты приезжаешь домой, как бы законно у тебя есть 3 недели, но могут тебя позвать и чуть раньше, и чуть позже. Поэтому если планируете какой-то отдых, то лучше сразу приезжаешь домой и сразу куда-то. Следующий момент, он скорее плюс, но есть такие сомнительные моменты. Это постоянное обучение и повышение квалификации. Проблема здесь в чем? Есть такой тренинг, он называется Боссиет или Хьюит. В общем, это выплывание из затонувшего вертолета. И факт в том, что далеко не все проходят этот тренинг, потому что для кого-то это реальный стресс. То есть я показывала, вот здесь ставлю ссылочку на видео, когда вертолет погружается, и тебе нужно из затонувшего выплыть. Вот, с этим справляются не все, но это обязательная программа, если ты хочешь работать на платформе. Следующий момент, цена ошибки просто невероятно высока. Ответственность должна быть какая-то гиперболизированная, потому что ты должен контролировать все, иначе может случиться, ну не знаю, как в глубоководном горизонте или то, что было в Мексиканском заливе. На самом деле, может быть, вы слышали, что мы используем чек-листы, то есть порядок четкий действий, где мы отмечаем галочки, что мы сделали, и все это пришло из авиации, потому что это такая самая продвинутая отрасль, индустрия, да, космонавтика, авиация, в которых цена ошибки невероятно высока. Соответственно, вот позаимствовав эти чек-листы в нашу отрасль, это тоже значит, что отрасль весьма опасная. Получился такой небольшой обзор на самые проблемные места нефтянки. Я также еще довольно подробно пишу об этом в Инстаграме. Как раз у меня был пост о трудностях работы в нефтянке. Там все довольно так структурировано. Если вам интересна эта тема, хотите как-то быть ближе и чаще встречаться, подписывайтесь на мой Инстаграм.
Итак, кому не нужно в нефтянку? Вот все, что я описала выше. Если это вас смущает, если вы чувствуете, что не хотите вот этого выхода из зоны комфорта, тогда не стоит туда идти. До этого я говорила, что бросайте вызов, все равно там стремитесь, но только при условии, что у вас реально горят глаза от всего, что я рассказала. Если это зажигает в вас какую-то искру, как во мне, круто, чем сложнее, тем лучше. Когда мне там дали оффер в Казахстан, Путиях, Астрахань, я такая, Путиях, Сибирь, нифига себе сложно, надо пробовать. Вот если у вас такой характер, тогда нефтянка для вас. С вами была Аня и канал WorkTalk. До встречи в следующих роликах. Пока!